Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я буду моделировать свое будущее пальто. Пальто у меня будет длинное, к низу немного расклешенное, приталенное, выточки талиевые будут переведены в рельефы, будет цельнокроенный воротничок и двухшовный рукав. Воротничок у меня будет с круглыми линиями, то есть не с острыми, только потому, что у меня будет окантовка кантом, и чтобы не было заморочек, да, с окантовкой. Итак, я уже прорисовала для себя карандашом линии, которые я хотела бы видеть в своем будущем пальто. От линии бедер вниз у меня отложено 50 сантиметров. Но это как бы пока, да, уже когда буду кроить на ткани, я уже буду смотреть, какую длину мне сделать. То есть, если, допустим, от линии талии вниз у меня получается 67 сантиметров, можно вот так приложить, но я думаю, что это будет мало, нужно будет добавлять. На этом расстоянии, на этом уровне, то есть от линии талии вниз 67 сантиметров, здесь у меня будет расклешение каждой линии рельефа на 4 сантиметра. Но об этом чуть позже. Итак, для начала мы с вами копируем базовую выкройку, без изменений копируем. И обязательно прорисовываем линию талии. Я сейчас ее буду выделять, то, что нам нужно будет. Линию талии прорисовываем. Так, дальше я хочу углубиться на 2 сантиметра по пройме, по боковой линии, да, 2 сантиметра вот здесь, 2. И прибавить буквально 0,5 к длине плеча. 0,5. Выточка вот эта у меня сохраняется по спинке, да, пол сантиметра я прибавляю. То есть вот эту точку и эту точку мне нужно будет плавненько соединить, таким образом, чтобы вот здесь у меня, ну, то есть вот где примерно начинается скругление, там у меня будет пересечение. Видно, да? Вот она была линия, вот она начинает, то есть другая, вторая линия. И точно так же по спинке сразу, да, корректируем. Далее, плечевая линия остается на месте, я ее не буду как-то видоизменять. Здесь, я повторяюсь, у меня остается выточка, я ее прорисовываю. Хочу углубить немножко горловину, расширяем примерно на 0,5 и углубляю на 0,5. То есть я не буду здесь сильно прям вот так. Пальто у меня будет демисезонное, весна-осень, под легкий тоненький шарфик или косыночку. Значит, смотрите. Выточку по спинке центральную я сохраняю и еще добавлю вот сюда 0,5. Почему? Потому что вот эту часть, то есть боковая линия, у меня пойдет совершенно прямая. Здесь у меня будет подкрайной бочок, я сделаю. И это приталивание мне нужно куда-то деть. Часть я заберу в выточки, то есть в рельефы добавлю, и часть сюда. То есть у меня не будет стопроцентное приталивание, да, за счет того, что боковые линии у меня будут прямые. В общем, посмотрим. Я пока ничего не знаю, что это получится, как это будет. У меня эксперимент. Макет я шить не буду. Вот решила так. То есть, смотрите, здесь у меня было 1,5 сантиметра, я добавляю 0,5, получилось 2. Но это у меня, потому что у меня по базовой выкройке 1,5 сантиметра, и у меня есть приталивание, то есть достаточно такое, можно сказать, серьезное, ну, сантиметра 2,5, приталивание по боку. Так, центр спины можно, кстати, тоже вот здесь, если я здесь добавляю 4 сантиметра, можно и здесь добавить тоже 4 сантиметра, будет красиво. Но мне, чтобы добавить, мне нужно доклеить кусочек бумаги. К сожалению, калька у меня закончилась. Приходится все это делать на бумаге. Ну, чуть-чуть, в принципе, вот так немного. Я сейчас доклею вот сюда. Прибавляю 4 сантиметра. И от линии бедер, то есть вот эту выточку, получается, я продляю вниз.
Вот так. Здесь 4 сантиметра. На расстоянии 67 сантиметров от линии талии вниз. Далее. Так, что дальше? Значит, что касается спинки. Давайте я, наверное, продолжу со спинкой. Значит, выточку талиевую мы переносим. Переносить будем в рельеф. Смотрите, что я буду делать. Во-первых, у меня от линии бедер вниз совершенно прямая линия. И от этой линии я 1/3 вот этого расстояния буду откладывать от боковой линии вот сюда. 1/3 у меня примерно 9 сантиметров. Так. Провожу пунктирную линию. Это у меня линия будет вспомогательная. Провожу ее через линию бедер, через линию талии выше, практически уже к пройме, а здесь делаю вот такое легкое закругление. То есть не делаю какие-то крутые линии, да, а легкое такое закругление к пройме. Далее. В эту линию пунктирную я уже буду закладывать выточки. Но, смотрите, по спинке у меня 3 сантиметра выточка, да, раствор выточки. И я хочу еще добавить вот отсюда немножечко приталивания. То есть у меня здесь 2,5, половинку я приталила сюда. Ну, еще хотя бы 1 сантиметр нужно убрать. Значит, если у меня здесь 3 сантиметра, значит, здесь должно быть 4. Я откладываю от центра вот этой пунктирной линии по 2 сантиметра в каждую сторону. Переношу вот эту часть, то есть нижнюю вершину выточки сюда, совмещаю здесь прямыми линиями выточку, а сюда начинаю, конечно же, прямыми, а дальше мы делаем ее плавненько вот сюда проводим к вот этому рельефу, да, то есть вот так получается. Что касается спинки, пока мы оставляем в покое. Вот сюда я добавлю еще 0,5. Теперь давайте поговорим о нижней части пальто нашего. Значит, смотрите, у нас у всех разные фигуры. У кого-то обхват бедер больше, чем обхват груди, у кого-то наоборот, да, как у меня, допустим, на 2 сантиметра обхват бедер меньше, чем обхват груди. И в этом случае я буду сравнивать, то есть сравняю обхват груди и обхват бедер. Здесь у меня, допустим, будет 27 с прибавкой, здесь у меня тоже будет 27 с прибавкой, и здесь у меня будет 27 с прибавкой, ну, кроме вот этого расширения. Но если у вас идет наложение полочки на спинку, то тогда вам лучше сохранить, во-первых, боковой срез, и можно еще чуть-чуть добавить вот сюда расширение, да, то есть, ну, вот я сюда добавила 4, здесь я буду добавлять вот в этот рельеф по 4, то есть, чтобы у меня красиво лежал низ, и вам еще можно добавить вот сюда. Но мне как бы некуда добавлять, можно было, конечно, сделать объем на бедра, но я думаю, что это будет некрасиво, но если больше 2 сантиметров лишних, я думаю, что будет некрасиво, просто там будет собираться вот это вот некрасиво. Поэтому я вообще, в принципе, запланировала сделать подкрайной бочок. То есть у меня будет сплошная вот эта линия, выточки у меня переведены сюда, сюда, сюда я переведу. То есть, ну, здесь у меня будет сплошная линия. Итак, здесь я прибавила 0,5. Сюда я прибавляю 0,5, 0,5. И у меня получается, даже у меня получается не 0,5, а чуть-чуть больше. К низу прибавлю, и у меня получается вот такая вот линия. Это визуальный будет боковой срез. Визуальный, то есть у меня его не будет. Я от него буду отталкиваться, да? Так, что касается спинки. Так, давайте так. И еще здесь от рельефа я проговорила, но не сделала. Я делаю расклешение в одну и в другую сторону. От выточки, не от линии бедер, а от выточки. Я вот так вот прорисовываю. Даже, наверное, уже вот так могу прорисовать линии расклешения. Но когда я буду вырезать, я буду доклеивать. Да, смотрите, у меня получается, я сейчас вырежу, вот это у меня центральный центр спины. И здесь у меня будет шов. Шов пойдет вот сюда, не сюда, а вот туда. Вот она линия, да, плюс 4 сантиметра. Боковая линия рельефа пойдет у меня сюда, от спинки, вот она сюда пойдет. А уже вот эта часть, которая у меня еще не закончена, подкрайной бочок, пойдет, вот он у меня начинается
рельеф, и пойдет он вот сюда. Вот эту часть мне нужно будет доклеивать. Так, пока оставим спинку в покое, давайте перейдем на полочку. Значит, по полочке, опять же, 9 сантиметров я откладываю по линии бедер вот сюда, то есть, ну, как бы выравниваю, да, прорисовываю центр моего будущего рельефа и до выточки. Дальше выточку я потом перенесу чуть ниже, но это потом. Так, теперь мне нужно выточку, вот эту, я ее буду игнорировать, так же, как и эту, да, то есть не игнорировать, а переносить сюда. И мне нужно перенести таким образом, чтобы хотя бы чуть-чуть еще отсюда, от приталивания, тоже забрать сюда. Моя выточка 1,8. Так, отсюда я сюда забирала по 0,5 с каждой стороны и сюда 0,5, то есть 1,5 сантиметра. Выточка моя, то есть приталивание 2,5. Значит, 1,5 сантиметра можно, в принципе, и сюда добавить, но я думаю, что хватит мне сантиметра. 1, наверное, 25 я сделаю, 1,3 вот так вот с каждой стороны. 1,3, пусть будет 1,3, 1,25, ладно. Так, теперь вот эту точку мы переносим сюда. Здесь я делаю по прямой. То есть соединяю эти точки. Дальше до выточки я веду. И здесь же она у меня, то есть заканчивается вершина, да? Теперь выточка у меня сохраняется, но я ее потом перенесу ниже, хочу ниже. А вот эта деталь, вот эта часть, то есть линия центральная, я переношу на другую сторону выточки, и здесь я ее закругляю. Плавной линией, не делаю никаких вот таких вот крутых закруглений, плавненькой линией. Все. Так, здесь мы все с вами изменили. Далее, опять же, здесь по низу я прибавляю с одной стороны и с другой стороны по 4 сантиметра для расклешения. И веду от выточки, не от бедер, не от талии, а от выточки. И точно так же здесь буду доклеивать, но об этом чуть попозже, все это покажу наглядно. Теперь у меня есть центр полочки. К центру полочки я прибавлю 3,5 сантиметра. На полузанос. Можно 3, можно 4, как вам хочется. Если вы хотите двубортную застежку, то вы прибавляете примерно 7-9 сантиметров. Да? Теперь, что мне нужно? Мне нужно подумать, какой мне хочется воротник. Но я хочу, я уже сказала, цельнокроенный воротник, и он у меня вот здесь не должен быть острым. Я сейчас нарисую вам, какой вы можете для себя сделать воротник, потому что было предложение сделать такой воротник с лацканом и так далее, да. Ну вот, допустим, давайте так, я начну, а потом, наверное, все-таки я прорисую свой воротник, а потом покажу, какой можно сделать. Значит, от горловины, вот она моя горловина, вниз я откладываю 6 сантиметров. Можно, конечно, ниже, можно выше. Ну вот у меня так, я задумала так, да. Теперь от плеча я откладываю здесь 0,5, так же, как и здесь, да. Здесь мы уже не трогаем. Через эту точку вот сюда я провожу пунктирную линию и продолжаю ее дальше. Далее мне нужно измерить новый мой горловину новую. То есть росток. У меня это 8,5 сантиметров. Так, что-то кажется маловато. 9 сантиметров. Ну, здесь можно сделать чуть побольше, потом лишнее уберу, я сделаю 10. Теперь от этой точки вот сюда, под прямым углом, я откладываю 1,5 сантиметра. От этой точки вот сюда 1,5 сантиметра. И эту точку плавненько соединяю вот с этой своей линией, да? Дальше я прикладываю, и максимально под прямым углом прикладываю вот сюда уголочек, я прорисовываю линию вверх.
То есть это у меня будет уже средний шов по спинке по воротнику. Теперь я определяюсь, какой высоты у меня будет воротник. Причем сюда закладывается место, которое будет оставаться вот так внутри, да. То есть как бы цельнокроенная стойка. То есть заворачиваться будет не все. Допустим, если мы возьмем 9 сантиметров, вот здесь сзади будет не все 9 сантиметров видны. То есть вот на наши, как говорится, на нашу шею, да, закладываться. 9-10 сантиметров. Ну вот я, допустим, решила для себя 9 сантиметров. Я веду вот так вот 9 сантиметров до плечевой линии. А дальше я хочу вести по прямой. Так, теперь я уже сказала, что у меня будет обработка кантом. То есть вот здесь везде по краям будет у меня идти кант. Может быть, даже по рельефам я опущу кант, еще не думала. Будет очень, кстати, красиво. Поэтому у меня должны быть мягкие линии. Вот она моя линия талии. От линии талии, ну, приблизительно сантиметров 10 наверх. И отсюда я начну вести свой будущий воротник. Ну, допустим, вот так. Или, ну, я хочу, я же еще раз говорю, я хочу более плавные линии. То есть здесь я уже его закругляю. Хочу, чтобы у меня воротник был круглый. Вот так я решила сделать. Вот. Все, оставляю вот эту линию. Вообще здесь можно столько нафантазировать. Вот как вы сделаете, так и будет правильно. Вы можете сделать, если вы хотите маленький, аккуратненький, да, вот здесь вот воротничок, то вы можете вот так вот прям вот совсем-совсем чуть-чуть. Я сейчас другие так уже прорисовала, пускай у меня будет вот так вот, да. Может быть, вот так вы сделаете. Вот она линия. Вот так вы можете сделать. Вы можете сделать отсюда. Вы ведете, допустим, воротник. Вот он у вас будет, да. Дальше вы делаете вот здесь вот, допустим, прямой угол. Ну, может и не прямой быть. Открываете лацкан и уже прорисовываете лацкан. Можете сделать так. Можете сделать вот этот раскеп, да, эта штука называется, более узенький. Вот так. Можете сделать наоборот более широкий. Можете сделать воротничок более такой большой угол, а здесь маленький, да, то есть на лацкане. Или наоборот, воротничок маленький, а на лацкане большой угол. То есть тут вы уже решаете для себя сами. Если я сделаю вот такие вот уголочки, то мне будет сложно прошивать внутрь кант. А я заморочек не люблю, поэтому у меня будет вот такой вот полукруглый воротничок. Так, ну, в принципе, все, кроме центральной линии, да, мне нужно вырезать, мне нужно будет перевести выточку, вот здесь склеить, то есть я хочу перевести ее вот так вот ниже, и нужно будет вот сюда доклеить бумагу и дорисовать. Итак, я сейчас вырезаю то, что у меня уже готово. То есть это полузанос, центр переда. Плавненько он у меня переходит на воротничок. Полукруглый, вот здесь плавная линия. Важно, чтобы вот здесь был максимально прямой угол и вот здесь максимально прямой угол. Так, что касается проймы, я тоже ее вырезаю, уже новую, по черной линии пунктирной. Дальше пока останавливаюсь. Так, здесь тоже вот так вырезаю, уже по спинке тоже пройму. Выточку можно тоже вырезать. Кстати, выточку можно перенести в горловину. Я, наверное, так и сделаю. Хочу выточку сохранить, но переведу ее в горловину.
Так, центр по спинке. У меня тоже будет шов. Поэтому здесь я вырезаю сразу вместе с выточкой, с приталиванием. И сразу с расклешением к низу. Так, это уже не нужно. Можно сразу низ вырезать. Ну и если, допустим, будет не хватать по низу, мы можем на ткани это продлить. Если мы будем продлевать, то продлевать мы будем вместе с расклешением. Допустим, если еще 20 сантиметров, то расклешение будет по низу не 4 сантиметра, а больше. Так, ну смотрим. Я, наверное, мне сейчас нужно все-таки откопировать вот эту часть. Нет, не хватит мне этой бумаги. У меня вот тут вот использование, правда, но есть. Я думаю, что достаточно будет. Сейчас откопирую. Так, копирую вот эту часть. И вот эту линию. Так. Могу вырезать вот таким образом. То есть я вырезаю сейчас переднюю половинку полочки до выточки, а здесь я приклеиваю то, что прорисовала. Вот эту вот часть. Ну, там вверху еще можно будет доклеить маленький кусочек. Калька не пришла. Поэтому приходится с бумагой, а бумага намного дороже, поэтому как-то жалко много тратить. Бумагу жалко много тратить, бумаги, поэтому из кусочка все это делаем. Вот это тоже вырезаю в расклешение. Сейчас вы увидите, что у меня получится. И вот этот кусочек можно, в принципе, сюда доклеить. Так, повторяем линии. Вот они у меня были линии. Так, и вот она пошла вот сюда. То есть вырезаю вот по этой линии и уходим. То есть выточку вырезаем, да? Все, я иду до выточки, до нагрудной и пока останавливаюсь. Да что ж такое, это все скользко. Так, понятно, да, что я здесь сделала? Расширила переднюю половинку и бочок. Расширила. Дальше. Бочок, я уже сказала, хочу оставить на месте. То есть я специально так сделала, чтобы у меня вот здесь практически одинаково было расширение. Так, дальше. Копируем выточку или как, расширение, да, вот это сюда копируем. Через бумагу, конечно, плохо видно, не так хорошо, как через кальку, но все-таки видно. Откопировали, теперь можно вырезать. Допустим, бочок, раз бочку здесь прибавили, приклеили, значит и здесь приклею. Вырезаю по центральной линии спинки и вырезаю сразу выточку. Видите, и иду до конца рельефа. До конца рельефа. Оп, все. Теперь вот эту детальку я приклеиваю вот сюда. Ориентируюсь на низ. То есть я как копировала отсюда, значит я и приклеиваю отсюда. Чтобы ничего у меня не перекосило. Вырезаю. И кусочек доклеиваю сюда. Потому что не хватило бумаги.
Думаю, что ничего страшного. Главное, чтобы нам хватило ткани. А бумага это... Так, повторяю, вот она моя линия. И отсюда я веду вот сюда, соединяю с расклешением. Ну, теперь вот так вот вырезаю. Опять же, выточку я вырезаю. Она мне тут не нужна. Рельеф так рельеф. И посмотрите, какой плавненький у меня получился рельеф. И здесь, да. То есть никаких крутых линий. Дальше. Так, вырезаю уже вот эту часть рельефа. У меня получается передняя половинка тоже готова. И что я делаю с боковой? Разрезаю так, чтобы мне соединить выточку. И разрезаю по раствору. Соединяю. Так, соединяю выточку. Теперь смотрите, что получается. Вот здесь у меня получается наложение, да. Вот если вот так я сейчас вырежу, и вы поймете. Смотрите, я специально вот этот кусочек вырезала, чтобы вы видели. Вот она боковая линия моя полочки, а вот она спинки. На спинке я смогла сделать прибавку, а на полочке нет. Наоборот, она у меня идет с наложением. Поэтому я беру так кусочек кальки или бумаги, неважно. Беру и прикладываю вот сюда, с этой стороны рельефа. Приклеиваю. Мне главное, чтобы вот сюда на выпуклость. Я сейчас все прорисую, чтобы было видно. Смотрите, вот она моя линия, которую я заклеила, да, сейчас. Вот она. Так, и мне вот эту часть нужно, чтобы мне по груди не сдавливало, мне нужно добавить вот сюда. Но если я добавлю, у меня здесь как раз 0,5 забирается, вот так, я добавлю 0,5, то мне будет маловато. Хотя я думаю, что 0,5 с этой стороны будет нормально. Можно, в принципе, 0,5 оставить, но можно добавить 1 сантиметр. Так, вот здесь вот не хватает мне. И получается, что вот эта деталька у меня получится более такая крутая. Ну, здесь у нас грудь, поэтому вполне может быть. Так, всего не хватает бумаги. Поэтому приходится доклеивать. Вот сюда я еще уголочек доклею. Вот она у меня линия была, чтобы вам было понятно. А вот эту я добавляю. Добавила я 1 сантиметр вот сюда, вот сюда, 1 сантиметр. И теперь я могу вырезать. Опять же, давайте, я сейчас лишнее все уберу. Давайте возьмем, где у меня, вот она, возьмем и вот так приложим, да, приложим по линии талии у нас здесь идет. И посмотрим, здесь у нас выточка закроется, я ее хочу перенести, кстати, немножечко ниже, ну, пусть будет пока, выточка закроется. И вот, смотрите, получается, что выточка у нас раскроется в пройме, да, но это будет как рельеф. И здесь по рельефу нужно будет внимательнее, хотя мы можем сразу сделать контрольные точки. Линия талии, пусть у нас будет вот сюда сделаем, так, нет, да, вот сюда сделаем контрольную точку. И отсюда, ну вот я прорисовала линию, значит здесь тоже пускай будет контрольная точка. Но вот эту контрольную точку, вот эту, нам нужно запомнить, чтобы ее сейчас не заклеить. Я все-таки хочу выточку перенести, ну, сантиметра на 3 вниз. Вот она у меня есть, выточка, на 3 сантиметра вниз. Можно даже больше. Пусть будет на 4 сантиметра вниз. Так, здесь раскрываю, эту закрываю.
закрываю так, чтобы у меня осталась вот эта контрольная точка видна. Хотя я ее сейчас просто заново прорисую. Контрольная точка. Вот она. Все. Теперь с этой стороны, на всякий случай, лишнего, но тут у меня лишнего ничего нет, кроме вот выточки, наверное, все-таки ее подклею, чтобы она мне не мешалась, когда я буду кроить на ткани. Это у нас, нет, есть у нас воротничок, да я тут до воротничка доклеивала, хотя здесь вроде как, не знаю, пусть будет. Так. Чтобы вот эти, как сказать, заусенцы нам не мешали, когда мы будем кроить на ткани. Просто я их фиксирую. Так, это у меня центр полочки. Боковая деталь. Боковая деталь, здесь мне тоже ее нужно склеить. То есть здесь мы с вами выровняли вот сюда, да, то, что здесь у меня пошло наложение. Вот эти вот все заусенцы тоже нужно приклеить. Так. Чтобы нам ничего не мешало кроить. Ну и в принципе вот это нужно вырезать. Так, бачок готов. Вот он у меня будет цельный. Это к полочке. Это к спинке. Так. И еще одна деталька. Это спинка. Тут у меня вроде как ничего не было приклеено. Вот тут только немножечко. Чуть-чуть. Да, я здесь доклеивала для расширения, для клёша. Так, спинка готова. Ну и теперь переходим к рукаву. Осталось нам поправить, как говорится, рукав, да, то есть отмоделировать немножечко. Я, в принципе, не буду здесь много чего-то там изменять. Линия низа остается на месте. Чуть-чуть я делаю прибавку на свободу, буквально по 0,3. К каждому срезу. То есть сюда 0,3, сюда 0,3, сюда 0,3, сюда 0,3. Ну, примерно, да? Так, далее эти 0,3 я веду вверх до линии локтя. Дальше вверх. И здесь я убирала по 2 сантиметра. 2 сантиметра убираем с каждой стороны. Так. Как обычно, куда ты все время торопишься. 2 сантиметра тут, 2 сантиметра тут. Вот эту линию я оставляю на месте и веду к 2 своим сантиметрам. И сюда тоже я прибавляю по 0,3. Я это делаю неаккуратно. Вы же, конечно же, все это делаете более аккуратно, более точно. Я делаю неаккуратно, только чтобы для того, чтобы вам было видно хорошо. Я очень надеюсь, что будет видно. Потому что сегодня я на одну камеру, на дальнюю снимаю. Так, линия головки рукава остается на месте. Вот здесь я ее поправляю, да, к 2 сантиметрам своим веду. И осталось мне прорисовать вот сюда плюс 3 миллиметра. В принципе, с рукавом все. Отмечаем центр головки рукава и переднюю половинку. Естественно, я еще прорисовала долевая. Вот у меня по центру рукава идет линия, это будет долевая. И на второй детали рукава тоже долевая, да, отмечена. Все, мы можем вырезать рукавчик. И даже при том, что мы его сейчас с вами откорректировали к нашей модели, мы, когда будем сшивать рукав, мы обязательно
должны будем подогнать. То есть вот линию проймы мы будем подгонять. Возможно, нам нужно будет еще немного убирать глубину проймы, глубину рукава, по рукаву, то есть. Понятно, да? Вырезаю сейчас обе детали рукава. И все, на сегодня мое видео заканчивается. В следующем видео я вот не знаю, наверное, раскроим детали пальто. Из остатков потом раскроим детали кепки. И будем одновременно шить и пальто, и кепку. Итак, нужно будет наводить порядок. Вот так вот я работаю. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Всем пока. До новых встреч.